Всем привет! Меня зовут Юлия Гендина. Вы находитесь на моем канале, который посвящен интерьерному вязанию. Сегодня я хочу ответить на один из самых частых вопросов в мозаичном вязании, который звучит так. С какого цвета начинать? С какой нити имеется в виду начинать? Мы знаем, что мозаичное вязание предполагает некоторые правила. Правила эти можно нарушать, но если мы хотим получить стандартный рисунок мозаичный, то мы их придерживаемся. Правило звучит так. В каждом ряду мы меняем цвет. Делаем это по очереди. Там белый, черный, белый, черный, белый, черный. Из-за этого и из-за провязывания в нужных местах столбиков с накидом у нас и получается мозаичный рисунок. Но, как вы понимаете, в зависимости от того, в какой последовательности вы начнете вязать, то есть с какого цвета вы начнете вязать, у вас рисунок получится одного вида или другого. Например, от расположения в данном рисунке горчичного цвета и белого зависит, например, цвет лепестков этого цветка. Вот в данном случае цвет лепестков горчичный, но он же мог быть и белым. То есть вот эти вот лепестки и вот эти вот полосы могли бы быть белыми, а фоновый цвет, вот этот вот, был бы горчичным. Разница только в начале, с какого цвета мы начинаем. Это центральная мозаика, она вяжется из центра, центровая. Здесь можно прямо на картинке увидеть, что начинает вязать волшебное кольцо с белого цвета. Все очень просто. Вы смотрите на готовое полотно и понимаете, ага, если я начну вязать с белого цвета, то у меня лепестки будут горчичные в данном случае. Если я хочу лепестки белые, то значит я начну с горчичного. Тогда вот эти элементы будут белые, и так далее уже сами лепестки тоже будут белыми. То же самое, если мы вяжем по прямой, да, то есть, допустим, это было бы прямое полотно, которое мы вяжем вот так вот снизу вверх, и мы смотрим тоже на готовое уже полотно. Ага, если у нас вот этот элемент горчичный, и мы хотим сделать его именно горчичным, то для этого надо начинать с горчичного цвета. Да, вот мы видим, как был бы связан первый ряд. Если наоборот мы хотим вот эти все элементы сделать основные белого цвета, значит и начинать нам нужно будет с белого цвета. Но что делать, если у нас нет готового полотна, если перед нами только схема, и мы не знаем по схеме, мы не очень видим, как ляжет рисунок? Ну, на самом деле мы, конечно, все видим. Вот я вам для примера взяла схему, мы ее с вами изучали в одном из уроков ранее. Итак, в общем-то, логика такая же абсолютно. Мы смотрим на рисунок. Если немножко вглядеться, то мы видим, что в этом рисунке есть вот такая вот геометрическая фигура, как бы внешняя, и в ней есть внутренний вот такой вот элемент. На этой схеме она черно-белая, цвет внешнего элемента черный, цвет внутреннего элемента белый. Если мы хотим, чтобы так и осталось, если, например, у нас прям черный и белый цвет пряжи, и мы хотим, чтобы у нас прям вот как на картинке был черный внешний контур, а белый внутренний, то мы смотрим на любой из рядов. Ну, например, вот на третий ряд мы смотрим. Тут как раз есть вот эти элементы вот этой вот фигуры. То есть мы понимаем, что вот здесь тогда должны быть черные столбики, да, вот эти глубокие столбики черного цвета. Значит, и начинать этот рисунок мы должны с черного ряда. То есть можно просто отсчитать. Здесь у нас точно должен быть черный цвет, потому что столбик опускается вниз. Предыдущий тогда, раз мы меняем цвет, должен быть белым, а первый, значит, должен быть черным. Все правильно. То есть если мы с черного начнем, у нас в этом рисунке черным же цветом будет эта внешняя фигура. Если мы хотим сделать наоборот, чтобы вот эта внешняя фигура была белой, это значит, что уже в третьем ряду, где у нас глубокие столбики, они должны быть белого цвета. Значит, третий ряд у нас будет белый, второй ряд черный и первый белый. То есть, значит, если мы хотим получить вот эту внешнюю фигуру белого цвета, нам и начать нужно с белого цвета. И так вы можете поступить абсолютно с любой схемой. Когда она у вас нарисована, вы четко видите границы элементов, и вы можете понимать, хотите ли вы основной цвет такой рисунка или другой. И чтобы понять, с какого из них тогда начинать, просто возьмите какой-нибудь из рядов, где есть вот эти вертикальные столбики, которые, собственно, образуют часть вашего основного рисунка, и отсчитайте от этого ряда вниз до конца, меняя ряд, и вы дойдете в итоге до первого ряда, до нужного цвета, и с него вы и будете начинать. Все просто, и все очень удобно рассчитывается. Надеюсь, все получится. И помните еще один нюанс в мозаичном вязании. Расход пряжи каждого цвета может быть разным, в зависимости от того, какой орнамент вы используете, и сколько в нем, много ли в нем столбиков с накидом или мало. А главное, что, например, в основном цвете
может быть больше столбиков с накидом, чем в фоновом, и тогда основного цвета уйдет чуть больше, чем фонового. Точной формулы нет, вот, но просто имейте это в виду. Надеюсь, теперь вам будет легче ответить на вопрос, с какого же цвета начинать. Спасибо, приятного вязания, будьте здоровы!